И вот посмотрите, какое тончайшее тесто, сколько начинки, и ничего не нужно лепить. Просто очень много творожной начинки и совсем мало теста. Это супер рецепт. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие, простейшие, ленивые вареники с творогом. По этому методу я уже делала пельмени, мне очень понравилось, особенно если у вас небольшое количество начинки, вы хотите приготовить на один раз, то это супер рецепт. Здесь у меня 350 граммов творога. Если вы хотите приготовить творог в домашних условиях, то на канале есть два рецепта, я оставлю ссылки. К творогу добавляем 1 желток. Белок в отдельную миску, мы его тоже будем использовать. И к этому белку добавляем еще одно яйцо. Получается 1 белок и 1 целое яйцо. Для аромата чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли, 1 или 2 столовые ложки сахара по вкусу. Я добавляю 1 столовую ложку с горкой. Перемешиваем. К яйцу и белку добавляем щепотку соли и перемешиваем. Беру половину столовой ложки творожной массы, выкладываю в муку и вот так сразу формирую шарик. Этот шарик перекладываю в яйцо и, чтобы у нас со всех сторон покрылось яичной смесью, вот так вот аккуратно перемешиваем. И выкладываем снова в муку. Такую процедуру можно делать несколько раз. Таким образом у вас слой теста будет толще. Но я делаю 1 раз в яйце и получается 2 раза в муке. Вот такое у нас супер ленивое и очень тонкое получается потом после варки тесто. 2 уже слепила и продолжаю со следующими. Так как осталось у меня еще немного яйца здесь, то я делаю еще один слой яйцо-мука. Кипящую воду совсем слегка подсаливаем и выкладываем сюда вареники. Чтобы они у нас не прилипли, немножко я вращаю кастрюлей, ну а можно просто ложкой сделать водоворот, чтобы они у нас не прилипли к дну. Отвариваем где-то 3-4 минуты. Так вот легко, быстро и просто у нас с вами получаются такие симпатичные шарики. После того, как вареники всплывут, я провариваю еще 1 минуту и готово. Как только они у вас всплыли, провариваем еще 1-1,5 минуты и можно уже снимать. Посмотрите, какие у нас прекрасные получились ленивые варенички. Перший пішов. Такой цвет приятный, желтенький. Как видите, получается тесто. Вот таким ленивым способом у нас снаружи тесто, а внутри творожная начинка. Если у вас вот такие они большие, как у меня, то все же я советую окунать их 2 раза в яйцо и 3 раза в муку, чтобы точно у вас получился такой вот достаточно тонкий слой теста. Какие же у нас вареники без масла? Я переложу их в хорошую глубокую миску. Кусочек сливочного масла, пусть он растает пока. Можно его заглубить вот так вот, чтобы тепло вареничков его растопило. И немножко сахарку сверху. Сейчас у нас масло подтает, и мы все перемешаем. И перемешиваем. Красота какая, как вкусно пахнет, ароматно. Все готово. Сейчас с вами будем дегустировать. Теперь давайте один разрежем, посмотрим, как у нас с вами замечательно получилось. Боже, это какая-то красота, смотрите. Действительно, у нас есть тоненькое тесто и творожная начинка. Ну разве это не прекрасно? И какой же у нас вареник без сметаны. Сейчас будем пробовать. Еще в масле нужно его вот так обмакнуть. Пахнет просто божественно. И вот посмотрите, какое тончайшее тесто, сколько начинки, и ничего не нужно лепить.
Просто очень много творожной начинки и совсем мало теста. Это супер рецепт. Это вкуснятина неописуемая. Мне действительно очень нравится этот способ, потому что у вас на самом деле получаются вареники в тонком тесте, и при этом вам не нужно ни раскатывать тесто, ни лепить вареники. Если маленькое количество творога, вот раз, сделали, и у вас уже на завтрак или когда угодно готовы такие чудесные вареники, то таким же способом можно сделать и пельмени. Я оставлю ссылку. Надеюсь, что вам пригодится, ведь это действительно очень вкусно, и тесто, оно как вот такое, которое мы делаем на варенике. Оно прекрасно держит начинку, выглядит такое желтенькое, аппетитное, как солнышко. Я же с вами прощаюсь и буду сейчас наслаждаться этой вкуснятиной. Вы обязательно приготовьте, порадуйте себя и свою семью. Всем пока, до новых вкусных рецептов!